Версия без полос в плеере Boosty. Привет! Листаю я паблики в Телеграме и замечаю вот этот пост про клубничную пародию на Миссайд. Как только я увидел слово Миссайд, я бросил все свои незаконченные обзоры и сел за создание именно этого видео. Мне надо было обязательно убедиться самому и показать вам, правда ли эта игра похожа на горячую пародию культовой игры Миссайд. Присаживайтесь, с вами как всегда Саб, берите чаечек с вкусняшками, мы начинаем. Возможно, вы не знали, но у меня есть второй канал, где я выпускаю такие клубничные обзоры на постоянку. И вот ради эксперимента я решил попробовать данный формат на этом канале. Условия продолжения просты. Смотрите до конца, ставите лайки, я вижу актив и оставляю такую рубрику на постоянку. Важное! В обзоре присутствует клубничка, но показывать ее тут нельзя, так что жду вас на моем бусте. История игры начинается с ее конца. Хорошая ли эта идея, решать вам. В этой сцене главный герой занимается клубничкой с женщиной, которую вы узнаете немного позже. Всем хорошо и даже приятно, но их разговор прерывает звонок ее мужа. Логично, что она не берет трубку и говорит нам сфокусироваться только на ней. После жаркой ночи нас перекидывает в начало истории. Мы, молодой парень, нам 21 год, у нас только недавно умер папа. Мама Эмма отправляет нас на автобусе к сводной тете, а мы едем туда, чтобы учиться. Пока мы любуемся видами из автобуса, мы общаемся по телефону с мамой. После этого разговора мы засыпаем. Просыпаемся мы уже на пороге дома, где нас встречает та самая женщина из начала. Ей оказывается наша горячо любимая сводная тетя Сара. И тут мы начинаем замечать схожести с Миссайдом. Стилистика текста такая же, надписи в воздухе. Текстуры, кстати, тоже очень похожие. Переводить мне помогает все это автоматический переводчик, который я использую. В моем телеграм-канале будет ссылка на него. Отлично переводит визуальные новеллы и прочие жанры. Заходите, берите, пользуйтесь. Мы обменимся с Сарой любезностями и вместе отправляемся смотреть нашу комнату. Придя в ту самую комнату, мы говорим, что она нам нравится. Сара уходит, а мы кладем ноутбук на стол, на пол сумку и тоже спускаемся вниз, где нас уже встречает муж Сары, Бенджамин. Он тот еще Именно его мы видели на телефоне во время клубнички в начале игры. Он выходит из туалета и сразу протягивает нам руку. Конечно же, не мытую руку, о чем мы узнаем только позднее. Но это разочарование затмили две красивые юные особы. Люся, та, что с большими достоинствами, и Лиза, более скромная по достоинствам, но не менее красивая, чем Люся. Люся лезет обниматься, но наши любезности прерывает Бенджамин, который говорит, что ему надо отлучиться помыть руки после туалета. И тут-то главный герой все понимает. Первый совместный ужин с тремя красивыми дамами и одним не особо приятным мужчиной начинается с расспросов. Дальше идут тонны текста, от которых я вас избавлю, и перейдем мы сразу к основному. Лиза спрашивает, можно ли ей пойти на ночную вечеринку, на что получает категорический отказ от Бенджамина, из-за чего Лиза и Люся сразу уходят. На секундочку, Люсе 23 года. Она даже старше моего героя, но все равно без разрешения папы до сих пор запрещено ходить куда она хочет. Не, ну он зверь какой-то. Еда не была бы едой, если бы после нее не надо было бы мыть посуду. И вот как истинный джентльмен мы берем эту задачу на себя. Мини-игра «Помой посуду» похожа на нарезку фруктов Миссайд. Только тут надо крутить мышку, а не делать движение вниз. Помыв посуду, мы поднимаемся наверх и видим в своей комнате Сару в очень интересной позе. На что у главного героя сразу в голове мыслишки-то плохие заиграли. А может подкрасться поближе? Смотреть всяко приятнее будет. Но только он начинает подходить, его план сразу рушится, и его замечают. Но на удивление ему как-то удается выкрутиться, и лицезрение приятного вида проходит без происшествий. Перед сном игра дает нам свободно перемещаться и общаться с людьми. Лично я сходил и поговорил с каждой тянкой в доме и даже с Бенджамином. Прослушал кучу разговоров, немного поднял с девушками отношения и взял их номера. Даже нашел панцу в корзинке, похожую как в Миссайде. Отсылочка. Напишите, похожа ли квартира на квартиру из Миссайд, и да, не забывайте, больше лайков, комментариев, быстрее выход нового обзора. Возвращаемся в постель, сохраняемся и скипаем остаток дня. Ночью главный герой просыпается и идет в туалет. По дороге замечает, что дверь к родителям-то открыта. Заглянув за дверь, герой видит Сару в интереснейшей позе на кровати. В своей позе Сара пытается уговорить Бенджамина заняться с ней клубничкой, на что получает отказ, обосновывая это тем, что завтра ему рано на работу. Пытаясь выйти из комнаты, нас палит Люся и говорит типа «тебе писец, пойдем-ка поговорим». Затащив нас к себе в комнату, она начинает требовать денег за молчание. Целых 200 бачей. Охуеть. И тут
Мы берем инициативу на себя. Ведь она сама-то в одежде, похоже, куда-то собралась идти. А собралась она идти на тусовку, о которой спрашивала днем. Мы ей об этом напоминаем, и она сразу замолкает. Герой говорит, что он сейчас же пойдет и расскажет родителям, чем ловит ее на крючок и заставляет встать на колени. На удивление, это работает, и она соглашается. Дальше должно было начаться то, о чем вы, наверное, подумали. Но тут звонит телефон, и Люся приходит в себя, выгоняя нас из своей комнаты. Сделав важные дела в туалете, мы выходим и замечаем Сару, которая разговаривает с кем-то по телефону, обсуждая не очень удачную попытку заняться клубничкой со своим мужем. И как итог, разговор заходит о нас, а на том конце провода шутит про то, что надо бы замутить клубничку именно с нами. После чего телефонный разговор заканчивается. Мы пытаемся уйти, но Сара, похоже, нас палит. Несмотря на это, она начинает делать то, что не смог сделать ее муж. А мы тихо уходим. После того, как мы легли спать, к нам приползает винишка Тян Сара и начинает нам точить полено. Она ведь даже не бобер. Но все становится понятно после того, как мы просыпаемся. Оказывается, это были наши влажные сны, и никто нам не точил полено. Спустя еще одно игнорирование Бенджамина мы садимся кушать. И с этого момента начинается долгожданная ветка развития отношения с Лизой, которая заканчивается так же внезапно, как и начинается. Лиза говорит, что вечером должна прийти ее подруга, а нам поручают задание съездить помочь сводной тете с покупками в магазине. По дороге в магазин наш главный герой почему-то кладет Саре руку на ногу, за что по итогу получает по голове. Доехав до магазина, мы замечаем, что в нем работает крутая малышка с синими волосами. Это Мида? Собираем покупки и идем на кассу знакомиться. Кассиршей оказывается Мия. Ну, это было близко. Взяв ее номерочек, она парит, что в пакетике, который принесли, находятся презервативы. Подумав, что они для нас со сводной тетей, она краснеет. А мы берем в это время покупки и уходим, прихватив номерок для устройства на работу. Дома мы снова кушаем с Люси и Бенджамином и случайно или специально немного проговариваемся про ночной поход Люси, а чем вызываем ее гнев. Придя к ней в комнату, она наезжает на нас, но сразу же получает ответку, и мы уже сами прижимаем ее к двери. Снова облом. Приходит подруга Лизы, про которую мы говорили ранее, и нас выгоняют. Подруга Лизы оказывается та самая Мия. В попытках открыть новую игру, Мия роняет ее, из-за чего джойстик залетает под диван. Без какого-то стеснения она начинает искать тот самый джойстик, и даже не обращая на нас внимания, выпячивает свое достоинство. Ну такое-то точно можно показать только на бусте. Заигрывая с нами, она говорит, что застряла, и просит у нас помощи. Но мы не успеваем ей помочь, как Лиза шлепает ее по жепе и говорит, чтобы прекращала уже смотреть такие видео. Как самый умный из троих, герой прочитал инструкцию к игре и понял, что чтобы играть в игру, надо купить кабель. Кабель надо заказывать. Кабель привезут только завтра, так что игра отменяется. И неожиданно на этом история Лизы заканчивается. Ждем следующего обновления. История Мии же продолжается уже в магазине, когда мы пытаемся туда устроиться. Приход к ней на работу удивляет ее, но она спокойно передает нам смену, и мы сразу же приступаем к работе. И вот после этого дня начинается день сурка. Мы работаем и снова работаем, еще раз работаем, лицезреем приятный вид. И не поверьте, работаем. В обед замечаем, что Мия постоянно ест Биг Дак. Мы спрашиваем ее про еду, и после этого разговора она приглашает все-таки нас вечером сходить куда-то покушать. Так скажем, устроить тимбилдинг. Мы соглашаемся, и на следующий день она приводит нас в бар. Мы удивлены, но нам-то лучше. Тянг сама приводит туда, где будет спиваться для нас. Заходим, и начинается мини-игра, в которой вам нужно разговаривать с ней, покупать еду и алкоголь, а еще заставлять ее пить этот алкоголь, много пить. Питье идет через игру, камень, ножницы, бумага. Выигрываешь ты, пьет она. Выигрывает она, пьешь ты. Заполнить нужно вон ту строку с бутылкой. Первый раз 5 делений, следующее свидание 10, и потом 15 делений. Первое свидание заканчивается, и мы просто возвращаемся домой. Открываем дверь и опять встречаем Люсю, которая гуляла ночью со своим парнем на свидании. Она просит нас быть тише, ибо мама рядом, но чтобы быть тише, надо не болтать. А Люся, похоже, забыла об этом правиле и, громко крикнув, привлекла внимание Сары, из-за чего именно нам приходится снова прикрывать Люсю. Подходим к Саре, а там уже не Сара, а винишка Тян. Она предлагает нам составить компанию. Мы соглашаемся, и уже через минуту эта самая винишка Тян заигрывает с нами. В разговоре промелькнул массаж.
И мы делаем ей этот самый горячий массаж, который проходит через очередную мини-игру. Растираем ноги, поднимаемся выше, снова делаем ей массаж. И замечаем, что откуда-то начало течь. Но Сара уже спит. Вот, можно подумать, этот момент. Бери и находи свою раковину, отшельник. Но герой, как приличный джентльмен, относит ее в постель к мужу, а сам идет спать. На утро к нам заходит Люся, которую мы недавно спасли, и говорит, что он не такой уж и мудак, как она думала. И как итог, она возьмет нас с собой в тренажерный зал. Но только надо купить одежду. История с Люси и тут заканчивается. Посмотрел я на задание, и там почти все закончилось, осталась только Мия. Но делать нечего, погнали играть в алко-игры с Мией. Приходим вечером, забираем ее в бар и также долго и мучительно играем в камень, ножницы, бумага. В конце мы осмеливаемся соединиться губами с пьяной Мией и идем домой. Третий заход, финальный и самый богатый на контент. Бар, разговоры, питье, ну все такое. Но вот сцена далее намного лучше предыдущих. В конце дня Мия нападает на нас сама и требует продолжения в подсобке магазина. Нет, ну кто в такой ситуации откажет? Придя в подсобку, Мия решает ртом поточить нам наше полено. Отлично закончив с нами и не успев поиграться с Мией, в магазин входит хозяин. Это заставляет наших голубков сваливать через черный ход. Но так как дело сделано только наполовину, девушка не очень веселая уходит в неудовлетворенном состоянии. И на данный момент это все. Игра заканчивается, ждем продолжения. Прошу написать, каким боком это похоже на Мисайд. И да, вот мое краткое мнение. Весьма топорные, иногда багованные, но с нотками Мисайда, которые выражаются в виде похожих текстур дома и текстом в воздухе. Сцены анимированные, но их мало. Сделаны они неплохо. Пощупать бы эту игру в конечной стадии, думаю, возможности для ее развития у нее есть. Тема, кстати, куриных грудок не особо раскрыта, так что 5 пьяных Ми из 10. Спасибо бустерам.